Всем привет! Сегодня приготовим трендовый десерт дубайский шоколад. Если вам интересно, смотрите дальше. Первым делом надо приготовить тесто катаиф. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Конечно, вы можете купить готовое тесто, но я предпочитаю готовить сама. Тогда я использую качественные ингредиенты, и сам продукт в результате будет более качественный и более вкусный. Отмеряем муку, кукурузный крахмал, добавляем соль, воду и какое-нибудь растительное масло. Я использую качественное кокосовое масло, так как мне важно, чтобы все ингредиенты были качественные, потому что мы есть то, что мы едим. Вы можете использовать любое другое растительное масло, которое вы употребляете. Все надо перебить блендером до однородности. Подготавливаем кондитерский мешок, ставим сито, и всю эту смесь надо пропустить через сито, чтобы убедиться, что не остались комочки. Мешочек надо завязать. Я поставила резинку плотно. Потом надо отрезать очень маленькое отверстие к кончику кондитерского мешка, настолько минимально, сколько возможно. Когда готовила впервые, я отрезала слишком много, и тогда вот это тесто вытекалось довольно много, и нити получились довольно толстые. Подготавливаем 2 сковороды с антипригарным покрытием. Если у вас есть 3 сковороды, 4, пожалуйста, будет только быстрее. Подогреваю на максимальной температуре, чтобы сковородки были горячие, и потом снижаю температуру до средней. И вот так наливаем тесто такой спиралькой. Чем тоньше, меньше мы отрежем кончик у кондитерского мешка, тем тоньше будет вытекать тесто. Это будет выглядеть гораздо красивее. Конечно, тогда мы будем дольше выпекать, но нити будут очень тонкие, красивые. И это, конечно, в дальнейшем нам будет плюс в том, что они будут выпекаться гораздо быстрее. Но если вы отрезали, как я, слишком большую эту дырочку, ничего страшного, все у вас получится. Только налили тесто, буквально пару секунд, и можно видеть, как тесто скручивается, высыхает, отсоединяется от сковороды. Долго не надо держать, но надо до такой степени, что она полностью высушенная. Как я вижу, что она скручивается и отсоединяется, я сразу снимаю и наливаю следующую партию теста. Консистенция теста похожа на тесто для блинчиков. Если использовать 2, 3, 4 сковороды, то этот процесс пойдет гораздо быстрее. Но у меня 2 сковороды, и примерно заняло где-то 20 минут. Чем больше будете готовить, с опытом получится гораздо красивее, быстрее. Нити получатся более тонкие. Очень похожи эти нити на какие-то макароны, вермишели, что-то такое, на пасту. Если мы сразу не будем готовить, кладем в мешочек, плотно закрываем, чтобы тесто не высыхало. Также можно плотно закрыть и поставить в морозилку и хранить. Я предпочитаю использовать только приготовленное тесто. Далее все это тесто надо ножом порезать на очень мелкие кусочки. И тут мы уже видим, если мы испекли тонкие нити, то и, конечно, разрезать их гораздо удобней. Измельчили все наши нити. Подогреваем опять сковороду, ставим сливочное масло. Я ставлю на глаз, это примерно 30-40 грамм сливочного масла на всю указанную порцию теста. Ждем, пока сливочное масло растает, и добавляем нарезанное тесто. Далее нам надо
постоянно помешивая, сушить, выпекать тесто. Вначале кажется, что тесто вообще не высыхает, не подсыхает, ничего не происходит. Но потом буквально очень-очень быстро тесто впитывает в себя все сливочное масло и начинает уже как бы жариться, сушиться. Поэтому очень важно постоянно помешивать, чтобы равномерно тесто выпекалось. Уже меняется цвет, уже появляется приятный такой запах, нити становятся уже более такие хрустящие, подсохшие. И в самом конце можно видеть, как сливочное масло наоборот начинает как бы отсоединяться от теста. Надо поджарить вот до такого цвета, красивого румяного цвета. И, конечно, чем мельче у нас кусочки, тем равномерней нам они будут сушиться, выпекаться. Это такие мелочи, которые придут с опытом. Чем больше вы готовите, тем лучше у вас получится. Поджаренное тесто надо остудить. Пока тесто остывает, я буду темперировать шоколад. Отмеряю молочный шоколад, у меня это 35%. Я буду темперировать шоколад с помощью колет. Беру 100 грамм шоколада, подогреваю в микроволновке импульсами по 30 секунд. Шоколад должен расплавиться. И максимальная температура 40-45. Выше не поднимаем. К этому времени весь шоколад должен расплавиться до однородности. Добавляем 20 грамм примерно колет и начинаем интенсивно помешивать, чтобы эти колеты плавились и остужали основную расплавленную шоколадную массу. Чтобы процесс прошел быстрее, в идеале, чтобы и в помещении было прохладно. Поэтому открываем окно. Зимой это очень удобно, на улице холодно. Около окна темперировать шоколад. Тогда шоколад остывает очень быстро и темперирование проходит очень хорошо. Чем быстрее остудим шоколад, тем лучше он будет протемперированный. Шоколад я остужаю до 29 градусов и потом наливаю в формочки. Так как у меня не были специальные формочки для шоколада, и я специально не спешила покупать, так как не знала, понравится ли мне вот этот вкус шоколада. Поэтому я использовала то, что у меня было. Это крышечки от кофейных стаканчиков. Одно дело то, что я не покупала намеренно формочки. Второе, мне хотелось приготовить свой вариант. И вот вариант с этими крышечками мне очень понравился, так как мне нравится этот десерт, кофейные кружечки с шоколадной крышечкой. А если мы еще можем добавить начинку, это получается более интересней и уникальней. Наливаем шоколад, распределяем по формочке, переворачиваем и немного потряхиваем, чтобы лишний шоколад вытек. И ставим следующую крышечку. Постоянно надо проверять, чтобы шоколад был примерно 29 градусов. Если видим, что он остывает немного, на 2 секунды ставим микроволновку и опять продолжаем наполнять формочки. Перед каждым наполнением обязательно шоколад перемешиваем, проверяем температуру, и тогда у вас получится тонкий и равномерный слой шоколада. Пока формочки стоят, дожидается, готовим начинку. Для начинки нам понадобится обжаренное тесто катаифи, фисташковая паста и белый шоколад. В классическом варианте используется еще паста белого кунжута. Остужаем тесто катаифи и измельчаем. Измельчить мы можем вот так просто руками, конечно, это не настолько удобно. Можем перекласть в кофемолку, только измельчить надо не до состояния муки, а до состояния мелкой крошки. Отмеряем белый шоколад, плавим и добавляем фисташковую пасту.
Все перемешиваем до однородности. Вначале может кажется, что жидкой части не хватает, но потом, когда продолжаете мешать, видите, что все достаточно оптимально. Конечно, по желанию вы можете добавлять и больше пасту фисташки, но мне кажется, нет необходимости. На весах я ставила крышечку, каждую крышечку, и отмеряла одинаковое количество начинки в каждую крышечку. Плотно придавливаем, распределяем, аккуратно наполняем так все формочки. И потом надо темперировать снова молочный шоколад. Процесс тот же самый. Темперируем и наливаем, закрываем начинку шоколадом. Начинку я ставила так, чтобы слой шоколада не был слишком толстый. Удобно есть такую шоколадку, когда слой шоколада такой тонкий, хрустящий. На такую крышечку у меня ушло 40 грамм начинки и 30-35 грамм шоколада. Так же само надо помешивать шоколад, проверять температуру, так как в помещении у меня прохладно. Шоколад быстро застывает. Работать надо довольно быстро, но в то же время и уверенно. Нам надо добиться, чтобы результат был не только вкусный, но и визуально красивый. И тут даже видно, пока мы наполняем каждую следующую формочку, предыдущие уже застывают. Это значит то, что шоколад темперированный правильно. В идеале надо подождать, чтобы шоколадное изделие постояло пару часов. Срезаю пластмассовую крышечку очень аккуратно, чтобы не повредить шоколад, так как шоколадный корпус у меня очень тонкий. Если работать с силиконовыми формочками, конечно, тогда гораздо быстрее и удобнее можно извлечь шоколадное изделие из формочки. Но мне этот вариант с крышечками очень нравится. Это оригинальный способ подачи шоколада. Прежде чем я готовила сама, я купила вариант в магазине. Я уже знала, что меня не ждет ничего хорошего, потому что магазинные варианты, там все настолько некачественно, всякие ароматизаторы, вместо шоколада какие-то пальмовые масла, и что только там внутри нету. Но все же мне же надо было с чем-то сравнить, и я купила в магазине. Вариантов много не было, то, что было, то взяла. Магазинный вариант вообще я как попробовала, мне даже дальше не хотелось его есть. Он был настолько невкусный, шоколад не таял во рту, это было как какая-то, не знаю, маргариновая масса. Первый вариант я готовила на темном шоколаде, второй вариант на молочном шоколаде. Постукивать по шоколаду, слышно, что шоколад отдает звук, значит темперирование прошло удачно. Второй вариант – молочный шоколад. Как вы видите, тоже разламывать надо с усилием.
разламывается с хрустом. Корпус тонкий, начинки много. Для меня это не был такой вау. Вкус такой хороший, вкусный, но это не был настолько такой удивительный. Если вы покупаете варианты в магазине, читайте вначале состав. Шоколад не хрустел, начинка почти не хрустит, фисташку я не чувствовала. Тут можно было чувствовать горечь. Горечь от пасты тахини. И еще, если, конечно, эти ингредиенты некачественные, то и в целом мы не можем ждать, чтобы вкус был хороший. Если сравнить два варианта, молочный шоколад и темный шоколад. Я любитель темного шоколада, но в этом десерте лучше использовать именно молочный шоколад. Темный шоколад берет все внимание на себя, и фисташковая паста теряется, то надо использовать молочный шоколад. Молочный шоколад довольно нежный, и фисташковая паста выделяется, чем темный, потому что сразу я почувствовала не только вкус шоколада, а дополнительно еще вкус фисташки. Хоть в целом этот вкус не настолько яркий, но вкусно. Самое тут такое вау, удивительное, это сам вот этот хруст. Без темперирования это не будет то вообще. Тут именно вот этот хруст шоколада, этот сам первый такой эффект. Вы ломаете шоколад, шоколад хрустит, он твердый, потом вы едите шоколад со всей этой начинкой, все хрустит. Вот это максимально так интересно. В дальнейших видео я поделюсь идеями, как можно использовать этот интересный хруст в других, более ярких десертах. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Спасибо за просмотр. Всем пока!